Всем привет! Как всегда, новое видео по понедельникам. И сегодня у меня по плану разбор ваших треков. Если хотите быть публично высечены и чтобы я разобрал ваш трек, присылайте ваш трек на e-mail. E-mail будет в описании. И подписывайтесь на спонсорство канала. Ссылка тоже будет в описании. Первый трек проект «Импульс». Ну, наверное, это скорее группа «Импульс». И послушаем его, ну, не весь целиком, но в основном послушаем. Шаги все реже и все ниже облака, водой холодной поливают землю. Идет погоня и не видно ей конца. Стоять нельзя. Вокруг меня застыли тени в зеркалах, и никуда от них не скрыться больше. Сквозь шум дождя я слышу чьи-то голоса. Сбежать нельзя. И каждый день война. Но знай, в ней победить нельзя и проиграть. Я знаю точно, бесполезно убегать. Нет больше цели, время на исходе. Везде, где буду я, мой самый сильный враг всегда со мной. И каждый день война. Но знай, в ней победить нельзя и проиграть. Вся эта жизнь война. Но знай, что победить нельзя себя. Вот такой трек. Ну, честно сказать, мне трек очень понравился, потому что, ну, по многим причинам. Во-первых, по эмоции. Очень эмоционально спето, очень правильно все сыграно, все очень здорово. По форме, значит, у нас идет куплет-припев, второй куплет-припев, дальше соло на синтезаторе и соло на гитаре, и дальше мы выходим в кульминационный последний припев и кода. По форме все очень правильно выстроено. Ну, во-первых, по составу инструментов, ну, тут, в общем-то, очевидно. Классический роковый состав плюс синты. Первый куплет мягче, второй куплет более жестко, там уже меняется ритмическая фактура барабанов. То есть, если первый куплет мы играем в тарелку райд, Шаги все реже и все ниже облака. то во втором куплете у нас малый идет каждую долю, и мы играем уже в хэт открытый. Я знаю точно, бесполезно убегать. Нет больше цели, время на исходе.
Хорошо сделано соло. То есть одно соло переходит в другое, классическое роковое построение композиции, когда гитара продолжает идею и мысль соло-синтезатора. И в конце мы выходим в последний припев, финал, и, собственно, там и кульминация этого трека. Что мне не понравилось? Первое, что резануло по ушам, ну, во-первых, трек немножко напоминает высушенный сыр. Как выглядит высушенный сыр? Когда у него края начинают загибаться вот так вот в разные стороны, да? Вот примерно так же здесь АЧХ выглядит, да? То есть есть поднятый вверх, очень яркий, есть поднятый низ. При этом на вокале я абсолютно четко, я слышу, ребята поработали и поставили хороший дессер на вокал, и его слышно. Его не должно быть слышно. Это раз. Второе, вот как бы такая АЧХ трека, она немножко гасит энергетику. То есть энергетики могло бы быть гораздо больше, если бы была яркая верхняя середина, не такой насыщенный верх, и все было бы гораздо более убедительно. В то же время есть какая-то грязь в инфранизе. Я ее услышал, наверное, она была в припеве. Ну вот сейчас уже вроде бы я ее и не слышу. Я знаю точно, бесполезно убегать. Ну, скорее всего, это сводилось не на акустике среднего поля, а на акустике ближнего поля. Из-за этого не было контроля низа, и поэтому здесь немножко ошиблись. То есть там надо было что-то, где-то надо было почистить. И последнее, что не очень приятно, что из-за того, что не хватает вот этой яркости, вокал звучит как будто матово. Он такой немножко поблекший внутри. Ну, опять же, дессер еще туда же, вдобавок, да? Шаги все реже и все ниже облака. Водой холодной. Вот прямо хочется залезть в эквалайзер и хотя бы чуть-чуть поджать нижнюю середину на вокале, потому что он как бы слишком мутно он звучит. Вот. И я попробовал немножко поправить это, да, то есть если бы я делал мастеринг этого трека, то я бы, наверное, сделал так. Что я сделал? Я поставил просто эквалайзер, и на этом эквалайзере я сделал. Первое. Я отрезал вверх от 10 кГц, чтобы там ничего не шелестело. Не нужно для такого тяжелого трека, не нужен вот этот бриллианс. Он начинает красить трек, он делает его красивым и убивает энергетику. Второе, я поднял вверх в районе, 8000 на плюс 4 дБ. Да? То есть как бы я компенсировал потерю верха бриллианс за счет подъема вверху. То есть это совсем у нас высокий верх, а это не очень высокий верх. И это дало большую читаемость и яркость треку. Второе, третье, я поднял 2500 на плюс 4 дБ. И тем самым как бы сделал трек энергичнее и громче. Для того, чтобы вся вот эта моя коррекция не сильно повлияла на трек, я компенсировал подъемом в самом низу в районе 150 Гц. Это как фундамент трека, это основа этого трека. И в результате у меня получилась вот такая картинка. Но вам судить, стало лучше или нет? Шаги все реже и все ниже облака. Водой холодной поливают землю. Идет погоня и не видно ей конца. Стоять нельзя. Вокруг меня застыли тени в зеркалах. И никуда от них не скрыться больше. Сквозь шум дождя я слышу чьи-то голоса. И каждый день война. Но знай, мне победить нельзя. Ну и на соло послушаем.
цыканье тарелки райд пропало, зато появилась яркая середина, и трек стал громче субъективно. Он ощущается, как будто он громче, как будто я громкость прибавил. На самом деле ничего не прибавлял. Ну вот, смотрите, во-первых, ушло цыканье, ушла мутность, вернулась S и сохранилась опора. А теперь давайте по полосам. Прямо вот я сейчас все отключу и покажу, как каждая из этих полос влияет на восприятие трека. Ну, давайте по припеву. И каждый день война. Но знай, в ней победить. И каждый день война. Но знай, в ней победить нельзя и проиграть. И каждый день война. Но знай, в ней победить нельзя и проиграть. Ну вот без коррекции на 150 Гц подъемом, да, на 4 дБ, он становится слишком яркий и тонкий. Теряется мясо, теряется вот этот фундамент, основа трека. А вот это как раз это компенсирует, и все становится на свои места. И каждый день война. Но знай, в ней победить. Ну, зажали они его хорошо, при этом, да, очень корректно зажато все по лимитированию, потому что динамика сохранилась, то есть не потерялась ни кик, ни снейр, все на месте, и баланс, в принципе, хороший, все хорошо. Теперь давайте попробуем объективно оценить наш трек. Значит, что я сказал из недостатков? Мутный вокал и много верха, мало середины, мало низа. Да? То есть вот эта коррекция, она как-то спасла этот трек. Вот. Но исходно-то он был не такой, поэтому объективно мы должны поставить по спектральному балансу. Первое. Коррекция АЧХ пришлось сделать. Потеряли S у вокалиста. Соответственно, мы не можем поставить 5. Я думаю, где-то 3. По спектральному балансу 3. По музыкальному балансу. Мутный вокал, в принципе, весь баланс выдержан достаточно. Все очень правильно расставлено и в пространстве, и во времени, и по балансу инструментов. Ничего не проваливается, ничего не пропадает. Но вокал хотелось бы немножко по-другому скорректировать, поэтому, в общем, наверное, только 4. По пространству. Как таковых замечаний по пространству у меня нет. Все сделано выдержано, все сделано правильно, выдержано в стиле, все звучит достаточно широко и в то же время убедительно. Поэтому, ну, я думаю, что, конечно, можно сделать лучше, но, в принципе, я считаю, что это очень хорошая работа, поэтому по пространству 5, без учета того, что вокал чуть-чуть мутный, да, то есть как бы хотелось его чуть-чуть ярче, но то, что я сделал за счет эквализации. По плотности. Ну, у ребят получилось минус 6 луфс. Это очень хорошая плотность. Не придраться. По прозрачности. Мне кажется, что моя версия звучит прозрачнее, чем исходная. Поэтому, наверное, все-таки давайте-ка поставим 4 без учета моей коррекции. 4. Итого. 10, 18, 21. Ну, в целом, несмотря на то, что балл получился не полный и не высокий,
21 это не очень много, да, то есть у нас есть ошибки в спектральном балансе, ошибки в музыкальном балансе, и чуть-чуть пострадала прозрачность и ясность такая, как бы, вот это вот тоже. Но трек достойный и очень хорошая работа. Спасибо. Следующий трек. Следующий трек будет достаточно контрастным по отношению к предыдущему. Если там у нас был рок, то здесь у нас поп-рок с элементами джаза, такой, в общем, достаточно мягкий и романтичный трек. Трек называется «Я как Улис». Слушаем. Зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня, ненастье, по земле, хотя бы вспять, гони меня по жизни. Вот Москва и утренний уют в арбатских переулках парусинных. И чужаки по-прежнему снуют в январских освещенных магазинах. И желтизна разрозненных монет, и цвет лица криптоновый все чаще. Гони меня, как новый ганимед, хлебну земной изгнаннической чаши. Откуда и куда я двигаюсь, как много я теряю во времени, в дороге. По форме он достаточно стандартный. На самом деле, мне кажется, немножко он затянутый. Интро затянуто, проигрыш после первого куплета. Ну, в общем, на самом деле он очень атмосферный. Он мне напоминает... Знаете, что он мне напоминает? Есть такой композитор Жао Жильберто. Бразильский, если я ничего не перепутал. Вот у него очень интимная и близкая такая подача по вокалу, и это похоже, да? А что здесь нехорошо? Вот что здесь нехорошо? Первое, что здесь нехорошо, потому что вокал звучит очень неровно. Есть фразы, которые вылезают, есть фразы, которые проваливаются. Явно ощущается, то есть вот по балансу, давайте сначала с баланса начнем. Солирующие инструменты здесь — это вокал и шейкер. Вот они на первом плане, а все остальное где-то там очень далеко. Из-за этого плюс вокал недокомпрессированный, поэтому он звучит неровно. Плюс на вокале нет дессера, в отличие от предыдущей фонограммы. Там было, наоборот, слишком много дессера, а здесь его вообще не хватает. Поэтому вокал с шейкером, они звучат равноценно, примерно одинаково. Но при этом надо чуть-чуть убрать шейкер и чуть-чуть убрать вокал. А на вокал поставить дессер, и тогда будет не хватать, точно совершенно не будет не хватать компрессии, потому что даже сейчас уже отдельные фразы у вокала проваливаются. Посмотрите. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня, ненастье, отчизне. Вот отчизни че выстреливает, да, а дальше слово «гони», ну, можно только догадаться, что это «гони». Отчизне. Гони меня, ненастье, по земле. Понятно, что исполнитель не может абсолютно идеально все это спеть, да, но для этого вы работаете по сведению, для того, чтобы выровнять и исправить ошибки. Ну, скорее, это не ошибки, это исполнение, да, характер исполнения чуть-чуть подправить, чтобы все стало яснее и четче. Здесь этого не было сделано.
Соответственно, пострадало все, кроме шейкера и вокала. Обратите внимание, что в треке еще играет хэт, но то, что играет хэт, мы можем только догадываться, потому что шейкер его закрывает практически полностью. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Ну вот сейчас, если воткнуть дессер, то он прижмет шейкер и эски у вокала, ну, наверное, что-то другое испортится. Ну да, где-то так. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Ну вот. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня, ненастье, по земле, хотя бы вспять. Ну, наверное, дессер надо было не сюда ставить, а вот сюда до имиджера. Вот так, наверное, будет правильно. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня, ненастье, по земле, хотя... А теперь хочется добавить яркости на все остальное. Второй момент. Смотрите, если мы возьмем MS-кодер, да, и послушаем отдельно мид и сайд, смотрите, вот это мид. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. То шейкер у нас будет в центре. А если мы послушаем сайд, а вот в сайде у нас хэт, потому что хэт, по-моему, он правее. Зима, зима, я еду и желтизна разрозненных монет, и цвет лица криптоновый все чаще. То есть можно еще один трюк сделать. Можно чуть-чуть увеличить сайд. И желтизна разрозненных монет, и цвет лица криптоновый все чаще. Гони меня, как новый ганимед. Ну да, но все равно неравномерность дорожки вокала, она осталась, она сохранилась. Это не спасет. Хотя дессер уже делает свое дело, и он спасает прямо нас очень хорошо. Немножко теряется общая яркость трека, но опять же это можно добавить там той же эквализации с тем же подъемом, допустим, на 8000. Она компенсирует потери на дессере. Зима, зима, я еду по зиме куда-нибудь по видимой отчизне. Гони меня, ненастье, по земле, хотя бы вспять. Гони меня по жизни. Вот Москва и... Вот, еще один момент. Ну, меня прямо резануло по уху то, что малый барабан, который появляется во втором куплете, вот он как будто не из этой песни. Он совершенно в другом пространстве, совершенно вообще вот не отсюда он. Посмотрите. И не пойму, откуда и куда я двигаюсь, как много я теряю во времени, в дороге, повторяю. Ну и послушаем, что у нас еще осталось, то, что мы не слушали. Ну да, композиция слегка растянутая. Так человека встречного лови и все тверди в искусственном порыве. И не ощущается явного развития и движения, да, то есть куплеты все примерно одинаковые, все аранжировано в одном стиле. Слишком много инструментов, то есть, это вопрос вкуса, да, то есть я бы проредил, по крайней мере, первый куплет, первый припев, сократил вот эти проигрыши гитарные и клавишные, и все это было бы более компактно, плюс сделал бы больше движений, больше развития. Вот в предыдущем треке мы послушали, там все это выдержано, все это сделано. Здесь нет, все немножко кашеобразно из-за большого количества инструментов, постоянно играет саксофон, гитара, клавишные, и они немножко друг другу мешают. Ну, то есть это такая аранжировка в стиле 90-х, наверное, да?
Вот. Итак, давайте перейдем к оценке. Из недостатков. Первое. Недокомпрессированный вокал. Не хватает дессера на вокале. Пространство, в принципе, ну, все равно оно все-таки, оно есть, но оно общее для всех, и это немножко однообразно звучит. То есть все немножко скучновато. Малый барабан, ну, скорее всего, дело в самом сэмпле, но и в обработке тоже, потому что малый барабан, вот давайте-ка еще раз мы его послушаем в сайде. Во времени, в дороге, повторяя: ох, боже мой! Ну да, он за счет эффекта он такой. Он как бы за счет эффекта не вписывается в общее пространство. Не понимаю почему, но, видимо, такой сэмпл и плюс еще такая обработка неудачно получилась, к сожалению. Итак, давайте перейдем к оценке. Спектральный баланс. Спектральный баланс нарушен из-за, во-первых, смотрите, это тоже ошибка спектрального баланса. Тембрально хэт и шейкер, они очень похожи друг на друга. Из-за этого они еще друг другу мешают. Плюс шейкер звучит очень громко, но это к музыкальному балансу. А то, что они тембрально похожи, это плохо. Поэтому спектральный баланс, наверное, только 3. Ну, может, я чуть занижаю, ну, думаю, так. По музыкальному балансу. Явно совершенно шейкер доминирует над хэтом. Вокал звучит неравномерно, и вокал слишком ярко звучит. То есть он местами ярко, а местами он проваливается. Ну, по идее, да, его надо делать тише и сильнее компрессировать. Но сначала надо убрать шейкер. Шейкер слишком громко. Поэтому тоже, наверное, 3. Все остальное, в принципе, да, приемлемо по балансу. По пространству. Пространство хорошее, одинаковое и однообразное. Тоже, наверное, только 3. По плотности. По плотности здесь все нормально. Эта фонограмма не должна быть очень плотной. Не нужно здесь 6 лувс. И прозрачность. Но с учетом ошибок музыкального и спектрального баланса, прозрачность оставляет желать лучшего, потому что у нас на переднем плане у нас остался только шейкер и вокал. И то, который периодически проваливается. Поэтому прозрачность, наверное, тоже только 3. Итого 4, 17 баллов. Ну вот, на этом на сегодня все. Надеюсь, что вам было это полезно. Если готовы выставить публично свои треки и посмотреть критику и разобрать эти треки, присылайте их на e-mail в виде WAV-файлов. И подписывайтесь на спонсорство канала. Всем хороших миксов. Всем пока.